Сахар кормит рак. Кофе вызывает рак пищевода и легких. От красного мяса возникает рак кишки, а молоко – злейший враг простаты. Желая обезопасить себя от онкологии, люди часто доходят до того, что начинают себя лишать различных продуктов, которые якобы могут вызвать это заболевание. Но все ли так однозначно и правда ли, что от питания так сильно зависит, заболеет ли человек онкологией или нет? Меня зовут Мочалова Анастасия Сергеевна, я врач-онколог, химиотерапевт, доктор медицинских наук. И в этом ролике я расскажу о 10 продуктах питания, которых принято бояться и считать, что они вызывают рак. Первое. Кофе. Ранее кофе считали канцерогенным веществом по нескольким причинам. Во-первых, некоторые исследования связывали высокое потребление кофе с повышенным риском развития определенных видов рака, таких как рак мочевого пузыря. Эти выводы чаще всего основывались на наблюдательных исследованиях, в которых сложно найти причинно-следственную связь. Во-вторых, кофе содержит много химических соединений, и некоторые из них в высоких концентрациях могут быть канцерогенными. Например, раньше обсуждали потенциальные риски, связанные с горячими напитками. В целом, они могут вызывать термические повреждения тканей, что также способствует возникновению рака. С течением времени исследователи показали, что кофе не является значительным фактором рака, как ранее упоминалось. И ВОЗ в 2016 году пересмотрел позицию по этому вопросу. Поэтому, дорогие друзья, если вам нравится кофе, то пейте кофе. Если вы любите чай, пейте чай. И даже если вы проходите лечение от онкологических заболеваний, то никаких противопоказаний в приеме кофе у вас нет. Второе. Это молочные продукты. Вопрос о том, вызывают ли молочные продукты рак, является предметом активных исследований и обсуждений. Некоторые исследования связывают высокое потребление молочных продуктов с определенными видами рака, такими как рак простаты и рак яичников. Однако научное сообщество не пришло к единому мнению по этому вопросу. Молочные продукты содержат множество питательных веществ, включая кальций, витамины, которые могут быть полезны для здоровья. А некоторые исследования даже указывают на то, что потребление молока может быть связано с более низким риском развития других заболеваний, включая некоторые виды онкологии. Важно учитывать, что связь между потреблением молочных продуктов и риском рака может зависеть от множества факторов, таких как уровень употребления, индивидуальные генетические предрасположенности, общий стиль жизни. Поэтому для получения более точных рекомендаций важно ориентироваться на результаты крупных рандомизированных исследований. Таким образом, есть молочные продукты можно, никаких нет ограничений, противопоказаний. Если вам нравятся молочные продукты, то вы можете их спокойно применять в свой рацион. Третье. Красное мясо. Исследования показывают, что употребление красного мяса может быть связано с повышенным риском развития некоторых видов рака, особенно рака толстой кишки. В 2015 году Всемирная организация здравоохранения классифицировала переработанное мясо как канцероген первой группы, доказанный канцероген для человека, и красное мясо как канцероген второй группы, возможно, канцероген для человека. Однако стоит отметить, что не все исследования приходят к одинаковым выводам, и риски могут зависеть от количества потребляемого мяса, а также от способов его приготовления. Например, жарка или копчение мяса может увеличивать риск развития онкологии, а для получения более точной информации важно учитывать индивидуальные особенности и общий образ жизни. Многих пациентов беспокоит вопрос возможности употребления мяса. И мы всегда говорим о том, что мясо важно и нужно употреблять в достаточных количествах, потому что это естественный источник потребления белка, в нем содержится очень много полезных веществ и микроэлементов, и ограничивать себя в употреблении мяса не нужно. Обработанное мясо. Как и с красным мясом, обработанное мясо, сосиски, бекон было классифицировано ВОЗ как канцероген для человека. Однако многие ученые подчеркивают, что риск зависит от количества и частоты потребления. Как я уже говорила с красным мясом, здесь очень важно соблюдать сбалансированное питание и умеренность употребления продуктов. Если вам крайне необходимо съесть кусок колбасы или сосиски один раз в неделю, то ничего страшного в этом не произойдет. Но составлять свой рацион из колбас или полуфабрикатов неправильно не только даже в плане развития онкологии, а вообще с точки зрения полноценного сбалансированного питания. А вы сами, едите колбасу, там такие продукты? Конечно, иногда едим, когда нет времени приготовить что-то полезное. То есть вы так не боитесь, да?
Не боимся. Следующий продукт – это газировка, сахар, сахаросодержащие продукты. Сладкие напитки сами по себе не классифицируются как канцерогены, но их потребление может быть связано с повышенным риском разных заболеваний. Например, ожирение, диабет, которые в свою очередь могут увеличить риск развития рака. Некоторые исследования связывают высокое потребление сахара и сахаросодержащих напитков с риском рака поджелудочной железы. Но если говорить про сахар, то часто мы можем услышать, что рак питается глюкозой. И многие пациенты, которые уже пришли на лечение с онкологическим диагнозом, очень сильно боятся сахара. На самом деле это тоже миф, потому что то количество сахара, которое может употребить человек с чаем или с кофе, оно никаким образом не влияет на течение онкологического заболевания. Пациенты получают терапию против онкологии, и то небольшое количество эндорфинов, которое может дать им кусочек сахара, это гораздо более предпочтительно, чем полное ограничение от него для того, чтобы избежать уже существующий рак. Ну, то есть здесь несопоставимая, конечно, ситуация. Но если говорить про большое потребление сахара в обычной жизни, то, конечно, это влияет прежде всего на обменные процессы, на повышение вероятности сахарного диабета, а сахарный диабет – это уже совершенно другие последствия серьезные, которые не только в плане онкологии, но и в плане общего здоровья человека. Важно помнить, что влияние на здоровье зависит не только от одного продукта, но от общего образа жизни, питания, генетических факторов. И снижение потребления сладких продуктов и соблюдение сбалансированной диеты могут способствовать улучшению здоровья в целом. Следующий блок – это жареная картошка. Картошка, особенно в определенных условиях хранения и приготовления, может содержать вещества, которые ассоциируются с повышенным риском развития рака. Одним из этих веществ является акриламид. Он образуется во время жарки картофеля на высокой температуре, например, во фритюре. И исследования показывают, что акриламид может быть канцерогенным для животных, и также есть предположение о его воздействии на человека. Некоторые исследования, которые проводились, они показывали связь между высоким потреблением акриламида и увеличением риска развития некоторых видов рака. Однако нельзя считать, что результаты этих исследований достоверны, и этот вопрос требует дальнейшего изучения. Вообще к картошке очень часто пристают и постоянно проводятся дискуссии о вреде картошки. На самом деле, конечно, если употреблять ее постоянно в жареном виде в большом количестве, и весь рацион будет состоять только из этого, может быть, это нанесет определенные последствия. Но если говорить о том, что картошка может быть частью сбалансированного питания, это хороший, прекрасный продукт, который абсолютно точно содержит свои питательные вещества, и никакого вреда в умеренном употреблении от картошки не будет. Мне, как врачу-онкологу, вообще непонятно, почему вопросы питания так сильно беспокоят наших пациентов и их родственников. Потому что на самом деле есть две ситуации. Если у пациента уже обнаружено злокачественное заболевание, он приходит к нам на лечение, и основным его вопросом стоит, можно ли мне пить кофе или можно ли мне есть мясо, конечно же можно, потому что его рацион должен быть полноценным, сбалансированным, и никаких ограничений в приеме пищи у него нет. Употребление продуктов в чистом виде не может провоцировать онкологию. Это должно быть совокупность факторов, которые влияют на развитие рака. Это может быть и наследственность, и вредное производство. А иногда мы видим людей, у которых нет вообще никаких вредных факторов, которые всю жизнь вели здоровый образ жизни, которые ели, пили все, что нужно, да, которые нигде не работали во вредных производствах, и они приходят, к сожалению, с запущенными формами онкологии. И наоборот, там человек, который всю жизнь живет, пьет красное вино и ест красное мясо, доживает до своего 95-летия в абсолютном здравии. То есть здесь еще есть некоторые моменты, которые в совокупности факторов, да, влияют на возникновение онкологии и на течение даже этого заболевания. И уделять столько внимания продуктам, которые потенциально могут вызвать рак, ну, наверное, это не настолько необходимо. Про перекосы в сторону веганства или вегетарианства как способ профилактики онкологии. На самом деле для врача-онколога
вегетарианская диета, она всегда вызывает кучу вопросов. Почему? Потому что люди, которые употребляют только овощи или фрукты и полностью исключают мясо из своего рациона, они, как правило, лишены источника потребления белков. Белок, который в естественном варианте необходим для организма. Мы пациентам своим онкологическим категорически запрещаем придерживаться каких-то диет, потому что во время прохождения противоопухолевого лечения и вообще при наличии любого онкологического заболевания потребность в белке у пациентов в 2 раза выше. Вегетарианская диета не позволит получать такое количество белка, и исключить из рациона полностью мясные продукты точно не будет полезным для наших пациентов. Другой вопрос, что людям здоровым, которые приняли для себя решение о том, что необходимо употреблять вегетарианскую диету, ну, здесь, наверное, есть определенная какая-то другая мотивация, но если это исключительно способ профилактики рака, то это точно не однозначно и не доказано, что длительное нахождение на вегетарианской диете позволит снизить вероятность развития онкологии. Поэтому, друзья, если коротко, то сбалансированное питание – это залог здоровья.